Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Тани Петренко. Она попросила разобрать узор 142 из книги японского автора Хитоми Шида «260 узоров спицами». Вот как этот узор выглядит в книге. Ну и вот как он получился у меня. Очень красивый узор. Узор несложный, но нужна, конечно, внимательность. Давайте посмотрим на схему узора. Вот сам узор, вот схема раппорт всего узора довольно большой, 65 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Ну, 28 рядов это не так много, но вот 65. Но вот посмотрите, он состоит из повторяющихся элементов. Вот эти косички, змейки, их вот в узоре аж 4 штуки, да, потом вот такие вот цепочки интересные, жгуты вот так завязанные узлом, вот их 2, и центральный узор. И здесь я связала в своем образце полностью в ширину, вот как он есть на схеме. А мы с вами свяжем по одному элементу каждого узора. Вот свяжем косичку, потом вот эту змейку косичку и центральный узор. Вот 3 элемента, чтобы было понятно, как они вяжутся. И поэтому мы будем с вами вязать не 65 петель, а вот так вот мы. И вот так. Я показываю. Мы будем с вами вязать вот эту часть узора. Косичка из перевязанных таких жгутов, потом косичка змейка и центральный узор. Вот 3 элемента мы с вами свяжем. Нам понадобится дополнительная спица. Я еще вернусь к схеме. Вот посмотрите. Высота основного узора, вот центрального, 28 рядов. А высота узора из перевязанных косичек 10 рядов. Вот этот узор мы повторяем с 1 по 10 ряд каждый раз. Еще у Хитоми Шида почти всегда узоры начинаются с установочных рядов, которые не входят в раппорт. Вот здесь их два ряда. Первый ряд вот показан лицевыми петлями провязан, и второй ряд уже переход к рисунку. Но я всегда первый ряд вяжу так же, как второй. Только мы второй ряд, изнаночные ряды вяжем на схему смотрим слева направо, а сейчас мы будем первый ряд вязать как второй, но будем вязать справа налево. Итак, давайте поменьше будем говорить. Итак, вяжем первый установочный ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых и 1 изнаночная. Второй установочный ряд мы петли провяжем по рисунку, так как они на нас смотрят. Лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными. И эти ряды я буду в видео пропускать, чтобы не утомлять вас.
Мы провязали 2 установочных ряда, и теперь начинаем вязать узор. Начинается самое интересное. Вяжем первый лицевой ряд узора. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Теперь нужно 2 петельки оставить на дополнительной спице за работой. Я обхожусь без дополнительной спицы, когда перекрещивается маленькое количество петель. Ну вот, 2 петельки мы оставляем за работой на дополнительной спице. Провязываем лицевую петлю, и петли из дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Дальше будет 3 изнаночных. Дальше 4 петли мы перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночные. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. И 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. Далее будет 1 изнаночная. И повторяется узор центральный в зеркальном отображении. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. И перекрещиваем, возьму здесь дополнительную спицу, неудобно. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. И в конце у нас будет 1 изнаночная. Во втором изнаночном ряду мы все петли вяжем по рисунку. Вяжем 3-й лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Теперь 3 петельки перекрещиваем влево. 1 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. И петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой. Дальше будет 5 изнаночных. 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых и 4 петельки перекрещиваем в левую сторону. 2 на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда у нас будет 3 изнаночных. В 4-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 5-й лицевой ряд. 1 изнаночная. И теперь вот посмотрите, как мы сделаем узелок на вот этих переплетенных косичках. Оставляем 2 петельки на дополнительной спице за работой. Следующие 2 петельки, вот 2 изнаночных, мы оставляем на дополнительной спице, на другой дополнительной спице перед работой. Вот я просто их меняю местами.
провязываем 2 лицевые. И вот эти 2 изнаночные петельки нам нужно 5 рядов провязать изнаночной гладью. Вот мы провязываем 2 изнаночных, разворачиваем работу, провязываем 2 лицевые. Это мы второй ряд провязали. Снова разворачиваем работу, провязываем 2 изнаночные. Третий ряд провязали, снова разворачиваем работу, провязываем 2 лицевые. Четвертый ряд и пятый ряд мы снова провязываем 2 изнаночных. Вот так мы эти 2 петли провязали вот 5 рядов изнаночной гладью. Затем у нас еще 2 петельки на дополнительной спице за работой. Мы провязываем их лицевыми. У вас должно получиться вот так. Дальше вяжем 3 изнаночных. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую, и петли из дополнительной спицы провязываем лицевыми. 5 изнаночных, 2 лицевых, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. Дальше будет изнаночная петля. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. И снова провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. Дальше будет 2 лицевые и 3 изнаночные. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 7 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночных, 1 петлю оставляем на дополнительной спице перед работой, 2 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Далее будет 5 изнаночных, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будут 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, и 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы тоже провязываем лицевыми. В конце ряда у нас будет 3 изнаночных. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 9 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 петельки на дополнительной спице за работой, 1 лицевая, петли с дополнительной спицы тоже лицевые. Дальше 5 изнаночных, 2 лицевые, 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Дальше будет 1 изнаночная, 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Дальше будет 2 лицевых и 3 изнаночных. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 11 лицевой ряд,
1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Вот у нас до змейки вяжутся петли по рисунку, вот от узелка до узелка. Они будут вязаться по рисунку и в лицевых, и в изнаночных рядах. Дальше вяжем змейку. 1 петля на дополнительной спице перед работой, 2 лицевые, петля с дополнительной спицы тоже вяжется лицевой. Дальше будет 5 изнаночных, 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Дальше будет 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. И в конце ряда у нас будет 3 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 13 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. 2 петельки на дополнительной спице за работой, 1 лицевая, петли с дополнительной спицы тоже лицевые. Дальше будет 5 изнаночных, 2 лицевые, 2 петли на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Дальше будет изнаночная петля и 2 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Затем будет 2 лицевых и 3 изнаночных в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 15 лицевой ряд, 1 изнаночная, и теперь мы снова должны сделать узелок на косичке. Показываю еще раз. 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Затем средние 2 вот изнаночные петельки оставляем на другой дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. И теперь вот эти 2 изнаночные петельки нужно нам провязать 5 рядов изнаночной гладью. Вот провязываем первый ряд, 2 изнаночные. Поворачиваем работу. Второй ряд провязываем 2 лицевые. Снова поворачиваем работу. Третий ряд провязываем 2 изнаночные. Поворачиваем. Четвертый ряд 2 лицевые. Повернули. И пятый ряд мы провязываем 2 изнаночные. И пятый ряд провязываем 2 изнаночные. Затем провязываем с первой дополнительной спицы 2 лицевые. Вот так. Дальше будет 3 изнаночных, 1 петелька на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Дальше будет 5 изнаночных, затем перекрещиваем 4 петельки в правую сторону.
Но здесь тоже внимание. Оставляем 2 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы провязываем сначала 1 изнаночная, затем 1 лицевая. Дальше у нас будет 1 лицевая. И вот 3 центральные петельки мы так вяжем. Третью петлю накидываем на первую и вторую. И вот 2 петли на левой спице мы провязываем так. Лицевая, делаем накид и лицевая. Восстанавливаем 3 петельки. Дальше будет 1 лицевая и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 на дополнительной спице у нас перед работой. И провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную. И петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. И в конце ряда у нас будет 3 изнаночных. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Накиды здесь вяжем изнаночными. Вяжем 17 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Дальше будет 3 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. Затем у нас будет изнаночная петля. И вот 3 петельки провязываем снова так. 3 накидывается на первую и вторую. Лицевая, накид, лицевая. Далее будет лицевая петля. И повторяем. 3 петля накидывается на первую и вторую. Лицевая, накид, лицевая. Дальше будет изнаночная петля. 4 петли перекрещиваем влево. 2 на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда изнаночная петля. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Вяжем 19 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Петля на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петля с дополнительной спицы тоже вяжется лицевой. Дальше будет 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Затем будет 2 лицевые. И средние 3 петельки провязываем так. Третью накидываем на первую и вторую. Вяжем лицевая, накид, лицевая. Далее будет 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 21 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Затем 3 петля накидывается на первую и вторую,
вяжем лицевая, накид, лицевая. Затем лицевая петля и повторяем. Третья петля накидывается на первую, вторую, лицевая, накид, лицевая. И до конца ряда вяжем 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. В 22 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 23 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 1 петля на дополнительной спице перед работой, 2 лицевые, петля с дополнительной спицы тоже вяжется лицевой. Дальше будет 3 изнаночных, 2 лицевые, 3 изнаночных. Затем 2 лицевые, третью петельку накидываем на первую и вторую и вяжем лицевая, накид, лицевая. Затем 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые и 1 изнаночная. В 24 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 25 лицевой ряд, 1 изнаночная и снова делаем узелок. 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, 2 центральные петельки оставляем на другой дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые, и 2 центральные изнаночные петельки, из них провязываем 5 рядов изнаночной глади. 2 изнаночные, поворачиваем. Первый ряд, 2 лицевые, поворачиваем. Второй ряд, 2 изнаночные, поворачиваем. Третий ряд, 2 лицевые, поворачиваем. Четвертый ряд и снова 2 изнаночные, это 5-й ряд. И далее с первой дополнительной спицы 2 петельки мы провязываем лицевыми. Дальше будет 3 изнаночных, 2 петли на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую петлю, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Дальше будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Третья петля накидывается на первую и вторую, вяжем лицевая, накид, лицевая. Затем лицевая петля и снова третья петля накидывается на первую и вторую, лицевая, накид, лицевая. Дальше будет 3 изнаночных, 2 лицевых и 1 изнаночная. В 26 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 27 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 петля на дополнительной спице перед работой, 2 лицевые, петля с дополнительной спицы тоже вяжется лицевой. Дальше будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Затем 2 лицевые и третья петля накидывается на первую и вторую. Вяжем лицевая, накид, лицевая.
2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые и 1 изнаночная. В 28 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Это последний ряд раппорта. Ну вот, посмотрите, как красиво получается. Такой необычный узор мы провязали по одному элементу вот такого шикарного узора. И знаете, вот что я хочу сказать? Вот книгу смотришь, книга бесподобная, конечно, 260 узоров спицами, 250 узоров спицами, ну просто нет слов. Но когда смотришь, вот уже узоры как-то примелькаются, глаз замыливается, и уже вот трудно увидеть, какой узор лучше, какой не очень. А когда начинаешь вязать, вот попросит кто-нибудь связать узор, да, вот начинаешь вязать и смотришь, боже, да какая же это красота, ну как-то вот уже примелькался он в книге, а здесь-то ну просто любоваться не можешь, ну шикарный просто узор. И вот мы с вами научились вязать, вот как вяжется каждый элемент этого узора. Вот на спицах потолще и пряжа потолще здесь на фрагменте. Давайте скажем спасибо Тане Петренко за идею мастер-класса. Мы научились вязать вот такой шикарный узор. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И не забудьте, что мы тоже появились в Инстаграме. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.